Вышел погулять. Сейчас похолодало, по местным меркам вообще очень холодно, плюс 15. И днем было солнечно, тепло. Сейчас полный штиль, ветра нет, но холодно. С учетом того, что здесь почти нигде нет отопления, придется ночью укрываться потеплее. Так, давайте продолжим. Вам прям зашли темы с распаковкой Краснодарского края. С удовольствием погуляю, поболтаю по этому поводу. Так, пойдем с побережья. Я прошу прощения, не все я поселки, местечки в Краснодарском крае посетил, поэтому не о всех могу говорить. Может быть, некоторые забываю, поэтому обязательно в комментариях спрашивайте. Я вот, допустим, Анастасиевскую, рядом с Георгиевской, в Туапсинском районе посещал, но забыл. Меня спросили, я ответил, рассказал свое мнение. Так, Вардане забыл в Туапсинском районе, в Сочинском районе, недалеко от Сочи относительно. Прекрасное место, очень интересная такая вот география там. В отличие от других мест, там такие холмики. Я делал там проект, запомнил, там красиво было весной. Персиковые деревья, покрашенные медным купоросом. Они такие зелененькие, с розовыми цветочками. Место не слишком центровое, не слишком дорогое. Дорога не вдоль моря идет, так что можно там что-то, и относительно недалеко от Сочи, можно что-то подсмотреть себе, если вдруг вам нравятся такие местечки менее пафосные. Что еще? Ну, в Туапсинском районе я, наверное, все вам сказал. В Туапсинском районе, конечно, не все. Я вдоль моря сказал. Но если отходить от моря в сторону от Джубги в сторону Краснодара, то есть большое-большое село или станица, наверное, станица. Называется Дифановская, или, как местные говорят, Дифановка. Большой населенный пункт, по-моему, в километров 20 от Джубги. Очень неплохая дорога там по местным меркам. Есть маленькое еще село Горское. Между ними, между Дифановкой и Джубгой, то вообще считайте на прямой видимости от моря. Ну, там, может быть, минут 10 на машине, не больше. Вне сезона. В сезон, конечно, там пробки везде. Но Дифановское, оно в горах, большое. У них там и заправки, и, по-моему, больница есть, и все такое. Так что, как вариант, если хотите поближе к морю. Кстати, да, Дифановской до моря пробки мало заметны, потому что дорога там широкополосная, и если бывают пробки, то только из-за аварий. Это уже такой равнинный участок перед морем. Ну, почти равнинный. Да, естественно, общее правило: ни в коем случае не покупать никакого жилья ниже 50 метров над уровнем реки. То есть вы от реки должны посчитать, чтобы метров 50 выше было. То есть это может быть на горе где-то, но главное, чтобы повыше от реки. Не в плане расстояния, может быть, расстояние 50 метров по горизонтали, но ниже уровня реки. Вам нужно как бы на маленькую горку подняться, и тогда можно покупать. Потому что там все время разливается. Ну, в смысле, не все время, в смысле, раз в 2 года обязательно там или сям в Туапсинском районе что-то разольется. Да, кстати, напишите мне, жители Туапсинского района, что у вас разлилось в 2024 году в
каком месте подтопление было. Я уже перестал так пристально следить за тем, что происходит в Краснодарском крае. Поэтому напишите в комментарии, где кого подтопило. Но я помню, что и Горская топила, по-моему, в 22 году. И Дефановку топила. А, кстати, да, побочка какая. Мосты обваливаются, оползни случаются. Не всегда, но иногда такое бывает. И поэтому сужение дороги и пробки возникают. Так, ладно. После Дефановки есть еще какие-то населенные пункты. Но я помню, там есть Молдавановское поселение. Оно уже ближе к перевалу с Горячеключевским районом. Оно уже так прилично далеко от моря. Климат там, конечно, теплее, чем в Горячем Ключе, потому что за перевалом уже ближе к морю, но все-таки оно в горах. То есть Молдавановское — это такое обычное горное село не на море. То есть если условно Дефановскую я еще могу отнести к морю, то Молдавановскую нет. Ого, а тут трактор не поравнял. Вот. Так. Дальше что у нас? Есть, по-моему, хребтовое какое-то поселение еще в Туапсинском районе. Но это уже практически на границе с Горячим Ключом. Уже с этой стороны перевала. И оно из нескольких домов состоит. Извините, ребята, там бы я не рискнул. Снегом засыпает. Ничего нет. Забыли. Фу. Давайте по Горячеключевскому району пройдемся. Что я вспомню. Ну, по той же дороге есть Пятигорская, такая печально памятная станица. И рядом с ним поселок Мирный. Ну, по сути, это одно образование, одно в другое переходит. Проблема Пятигорской и Мирного. Они, конечно, в таком красивом месте находятся. В большой такой вот ложбине в горах. В такой долине, да, там запускали воздушных змеев. Ну, красивое место. Но проблема в том, что жители построились на равнине, очень близко от реки. Даже где-то там русло старой реки проходило. Я помню, помогал этим подтопленцам в 21 году. И у них колодец был внутри летней кухни. И если его открываешь, то там как бы чуть ли не русло реки под ногами бежит. Ну, так жители построились. Поэтому, если в Пятигорске покупать, первое, что вы должны помнить, опять же, подальше от реки, повыше. Второе, вы должны понимать, что Пятигорская — это, ну, давайте честно, это дыра. То есть сотовая связь по остаточному принципу. Провода отвалились зимой под налипшим снегом. По остаточному принципу будут ремонтировать. Летом из-за пробки хрен доедешь. Что туда, что обратно. Что в Пятигорскую из Горячего Ключа, что обратно из Пятигорска в Горячий Ключ. Поэтому, ну, я бы ее почти на конец отложил. Но места там красивые. Еще какое место? Там же вы все наверняка слышали о Фанагорийской. Красивое место. Но это для убежденных отшельников. То есть для людей, которые вот принципиально готовы жить вдали от цивилизации. Я туда много раз приезжал. Там далеко. Дорога туда, оползни бывают, камнепады. Зимой, естественно, ее чистят по остаточному принципу, потому что далеко от Горячего Ключа. И это еще больше проблемы, чем Пятигорская. То есть, если что-то случилось, нужно ехать в Горячий Ключ. А там прилично уже от Горячего Ключа. Это не вдоль трассы, это по горам. Но место там такое вот. Там своя энергетика, там люди другие. Ну, считайте, вы вот на 100 лет назад, ну ладно, на 100 загнул, там 50 лет назад вернетесь
Все там такое медленное, все там такое расслабленное, насколько возможно. Наверное, дешево. Но надо понимать, что это будет прям вот практически без цивилизации. И чуть ближе к трассе М4 Дон есть не ближе, а вот ближе, но все равно в стороне, еще в большем тупике, есть Безымянное. Это это маленькое село вдоль железной дороги, своего рода, конечно. Да, кстати, Фанагорийская, чем хорошо, там хотя бы есть остановка, как я понимаю, электричка. В Безымянном электричка, наверное, даже не останавливается. Ну вот, Безымянная идет вдоль железной дороги, как бы в тупике, то есть надо отъезжать от дороги на Фанагорийскую, тоже дыра дырой, хотя чисто технически ближе к М4. И тоже место супер спокойное, практически не пуганное. У меня есть одно расследование, которое я еще делал в России по поводу беззакония, творимого полицейскими. Может быть, и оно сыграло роль, потому что там буквально во всех этих местах, кстати говоря, имейте в виду, скупают приезжие из разных регионов, из Тверской области, привет Корзиной, из Москвы, скупают землю, дома по обесценку, за бесценок. И, соответственно, отношения. Мы приехали с большими деньгами, мы будем здесь делать все, что мы хотим. Поэтому во всех вот таких... Кстати, в Пятигорске я заметил огромное количество этих было фур почему-то. Там покупали, ну, то есть на нескольких улицах, прямо одна, вторая, третья, много фур стояло. Может, потому что удобно было выезжать на трассу. Не знаю. В общем, можно столкнуться с тем, что вы купите участок Фанагорийска, а рядом с вами какой-нибудь олигарх. И будут вам проблемы. Такое возможно. Хотите шутку неполиткорректную? Вот я иду по пляжу, и на детской площадке папа с ребенком играется, они говорят по-русски. То есть, понимаете, какая концентрация здесь русскоговорящих? Ну, наверное, все-таки в большинстве своем украинцы. Сейчас у меня помидоры гнилые полетят. Но это правда. Украинцы, как правило, разговаривают в Испании на русском языке, пока их никто не слышит. Или, допустим, дети говорят на мове, а бабушка или мама говорят по-русски. Так вот, представьте себе, какая концентрация, если в нашей рыбацкой деревне можно случайным образом вечером встретить русскоговорящего папу с ребенком на горке. То есть здесь просто Аликантская Народная Республика. Ха-ха-ха. Но это я вам так немножечко разбавить атмосферу распаковки политической злободневной повесточкой. Вот. Кстати, я тут хожу, записываю с камерой эти выпуски. Народ на меня пялится, думает, да блин, это сколько можно? Я думаю, что 1/3 понимает меня. Так, ладно. Про Фанагорийку Безымянную я сказал. Есть еще очаровательная поляна рядом с трассой. Я очень много прекрасных моментов там провел. Ну, потом мне показалось, что не зажрались. Но, в принципе, как курорт такого местного значения, я их могу порекомендовать. Были когда-то хороши. Вот, недалеко от М4, если поворачивать к часовне. Около часовни, вернее, через речку. Так, поехали дальше. Значит, в Горячеключском районе второе большое поселение — это станица Саратовская.
она как бы на две части разделена. Одна часть, которая на горе, на холме, и вторая часть, которая внизу вдоль реки Псикупс. У той и другой частей есть свои плюсы и минусы. Если вы на горе, то у вас будет трасса и оторванность от основной части станицы, и через вас, вероятно, будут ездить грузовики. А если вы внизу, вдоль Псикупса, то Псикупс имеет свойство разливаться. Ну, это то, что я знаю про Саратовскую, но в принципе... и если вы поближе живете к заводу по производству газоблоков, то местные жители, как я помню, недовольны были выхлопами этого завода. Вроде как никаких там последствий для завода нет, в плане того, что они соответствуют экологическим нормам, но жителям все равно не нравится, что там испаряется из Саратовской. Могу сказать, что как альтернатива горячему ключу, если вам нужна деревенька в предгорьях, ну в кавычках деревенька, в предгорьях Кавказского хребта подешевле, чем горячий ключ, то могу рекомендовать вот ту вот горную часть. Не вдоль реки, а которая на горке. Потому что Саратовскую, ну как по сути она, наверное, будет когда-то горячим ключом, они сольются. Но Саратовскую, как второй по численности населенный пункт, ей соответствующее внимание, ей ну как бы и обслуживание такое же серьезное. Тут же видите, какой принцип работает. Чем больше населенный пункт, тем более качественно в нем оказываются услуги по сравнению с маленькими. Подчеркиваю, по сравнению с маленькими. То же самое по поводу Краснодара. Чем более центровой район, более новый, тем лучше там услуги по сравнению с какими-нибудь окраинами, типа Елизаветинской. Так, Саратовскую я похвалил. Вдоль реки я бы не рискнул селиться. Около завода газовых этих блоков тоже. А вот там вот, где на пригорке, вдоль трассы или туда на склоне, почему бы нет? Мне Саратовская нравится. Дальше Бакинская. Бакинская бывал много раз. Ребят, вот давайте честно. После того, что с ней сделали ребята из ЧВК, сделав там крупнейшее кладбище в России, я бы не стал. Чисто по причине спиритической, скажем так, трансцендентальной. Я бы не стал в Бакинской селиться. Сама станица маленькая, равнинная, на берегу реки находится. Но реку там чистят уже по остаточному принципу. Если реку по остаточному принципу чистят уже в Саратовской, то до Бакинской руки доходят еще в дальнюю, более дальнюю очередь. И вот чисто с точки зрения плохой кармы я бы не стал в Бакинской селиться. Тем более, что она, в общем-то, маленькая. Как я помню, там проблемы с этой дорогой, которая краевого значения через станицу идет. Ну, в общем, хотя, в принципе, станица компактненькая такая. Но все равно она бедная. Заметно беднее Саратовской. Дальше идет Суздальская. Плюсом Суздальской является то, что она повыше, чем Бакинская. Да, по-моему, она и побольше. Я несколько раз сюда приезжал. Но еще, опять же, две эти станицы. В чем плохо? То, что там рядом есть предприятие по сжиганию медицинских отходов. Перетто-технологии. Привет этим ребятам, которые брали в осаду мой дом из-за моих публикаций. И имейте в виду, что вам придется вдыхать, возможно, вдыхать придется выхлопы от сжигающихся медицинских отходов. Ну, сами понимаете, отходы бывают медицинские разные.
Вот. Бывает, что это иногда части человеков, наверное. Вот. Так что Суздальская больше, мне кажется, чем Бакинская. И как-то более удачно расположена, но все равно там она на холмиках так разбросана, но все равно вот из-за наличия рядом мусоросжигающего предприятия я бы не стал. Да, кстати говоря, от Переты, если вы посмотрите, течет, стоки текут в сторону Псигупса, потому что Перета находится на возвышенности. Вот. Если мне хоть кто-нибудь из испанцев хоть раз скажет, что я громко разговариваю, сразу пошлю его на нескольких языках куда подальше. Более громких людей, чем испанцы, еще надо поискать. И они как бы не парятся в плане того, что они громко говорят, а вот тебе они обязательно могут сделать замечание, если им что-то неприятно. Ну, например, когда ты претензии какие-то предъявляешь. Но я знаю уже фразу на испанском, вот, которая меня оправдывает в полпинка за мой громкий голос. Так, ладно, куда еще там ездил? Дальше я ездил далеко, забыл, в Первомайское, поселок Первомайский. Ну, я читал, и мне рассказывали местные жители, что в Первомайском есть проблема со сливом фекалий в водоемы, поэтому нет. Вроде как оно там относительно недалеко от горячего ключа, но нет. Там есть какая-то постоянная и многолетняя проблема со сливом фекалий. Да, кстати говоря, если вы будете выбирать что-то в горах и вообще в горячем ключе или где-то еще, очень важная вещь, которую сегодня еще раз вам напомнили. Генплан, что дышло. Жители вот этих вот дачных товариществ вдоль трассы на Апшеронск, они понакупали там себе садоводческих участков, переводили их в ИЖС. А садоводческий участок — это земли сельхозназначения, как правило. Вот. А потом администрация горячего ключа принимает пару лет назад новый генеральный план, и опять эти все участки возвращаются обратно в назначение сельхозземель. Что это означает? Это означает то, что вы можете жить, наверное, на этих землях, но под вас не планируют емкость в школах, не планируют емкость в детских садиках, то есть просто мест нету. И у вас нет права требовать эти места, потому что вы где живете? На даче. А на даче что нужно делать? Отдыхать, а не жить с детьми. Поэтому вы можете жить и дальше, но вы никто в плане права требовать каких-то там себе благ, потому что вы живете на даче. Спросите у жителей, господи, забыл, как называется, на горбольнице, нет, не курортная гора, а не Кумпанова поляна. Короче, даже в самом горячем ключе, забыл, как называется, ну, извините. Есть район, который по документам был или есть дачные домики, не ИЖС. И вот у этих людей постоянная проблема. То, что у них вода вроде как есть, но это дачи. То, что у них есть электричество, но это дачи. Дача — это всегда не гарантированность, даже насколько это можно говорить в России, поставок каких-либо бытовых услуг, типа воды или освещения. Так, Первомайский сказал про фекалии. Так вот, я помню, что дачи попереводили в горячем ключе в сельхозназначение. Когда и если вы будете выбирать земельный участок в Краснодарском крае, первое, что вы должны сделать, взять последний актуальный генеральный план. Узнать, планируется, если он старый, этот генеральный план, то могу вас обрадовать,
наверняка в ближайшее время будут приняты изменения к этому генеральному плану. Горячий ключ уже прошел эту процедуру репрессивную по отношению к жителям в 2021 или 2022 году, я, если честно, не помню. Но уже прошел эту процедуру. Геленджик ее прошел, по-моему, в 2022 году. Туапсе, по-моему, прошел позже, Сочи. И вот на днях или сегодня окончательно принят генеральный план, новый генеральный план Краснодара. Смотрите внимательно на генплан. Если он новый, поздравляю вас. Если он старый, обратите внимание на то, какая у вас земля по назначению была раньше. Если у вас раньше земля была сельхозназначения, а потом стала ИЖСом, то к бабке не ходить. В вашем населенном пункте будут принимать новый генеральный план в ближайшие годы, и ваша земля опять станет сельхозземлей. Это общая тенденция, которая существует в Краснодарском крае к возврату земель в сельхозназначение. Зачем? Все очень просто. Таким образом, власти снижают необходимость по постройке социальных объектов. То есть, если у вас на дачах живет 100 тысяч человек, они живут на дачах. Под них нет обязанности строить сады, школы, больницы и все остальное. Потому что они живут на даче, они в ЖСе. И требовать вы ничего не имеете права. Вот, потому что у вас не ИЖС. А жить, живите, если вам так хочется. Вот, скидывайтесь деньгами с соседями и делайте за свой счет кооперативно водопровод, канализацию, дороги и так далее. Потому что у вас дача, а не ИЖС. Понятно? Так, вот вам красивый вид на собор. И продолжим. Так. Ой, забыл я, как называется дальше поселочек по дороге на Апшеронск, поэтому извините, не вспомню. Напишите мне в комментариях, как он называется. Я там бывал несколько раз, но забыл. Он крайний, к нему только газ подвели недавно или планировали подвести по старым еще программам. Ладно, не суть важно. В сторону от Горячего Ключа, в сторону станицы Калужской, уже в Северском районе, есть маленькие в горах населенные пункты, папоротные есть там такой. Вот, ребята, если вам хочется прям забуриться в место, где спокойно можно зомби-апокалипсис пережить, или там конец света ядерной войны, рекомендую папоротный. Он еще более тупиковый, еще более такой вот не ступала нога человека больше, чем безымянный или Фанагорийка. Фанагорийка по сравнению с папоротным просто столичный город. Так, что еще в Горячеключском районе? Ну и всем известный хутор Молькин, оно же Молькино. Там есть еще военсады, насколько помню, по названию все понятно, да? Хутор Молькин, бурно развивающийся населенный пункт был когда-то. Теперь, я думаю, он уже менее бурно развивающийся. Тоже, я думаю, что у него плохая карма. Вот я буддист, поэтому считайте, что я в это верю и считаю, что у Молькина плохая карма. Ну, а если серьезно, вдоль дороги находится. Наверное, в этом плане и у него есть преимущество. Там какие-то есть крестьянские хозяйства вокруг, тоже плюс работа. Да, кстати, по поводу работы. Работа везде есть только в больших городах в Краснодарском крае, а в маленьких это, скорее всего, бюджетные места. То есть школа, садик, если они есть, какая-нибудь администрация или за 20 тысяч продавцом магазин. А дальше ваша вся надежда на лето, когда приедут отдыхающие, и вы им будете втридорого продавать грибы,
фрукты, овощи, ну, то есть обычная торговля. Люди раньше так и жили, пока не приехало много с северов переселенцев, которые, ну, они, с одной стороны, вкладывают деньги в экономику Краснодарского края, с другой стороны, они создают конкуренцию на рынке труда. Пооткрывали какие-то там школы английского языка и все такое, но к вопросу о том, насколько я грамотный гуру, а не инфо-цыганин, я прекрасно помню, как я пережил пару кризисов в 98 году и в 2008 году. Уверяю вас, все, что касается саморазвития по пирамиде Маслоу, это рубится в первую очередь. То есть всякое там обучение, развлечения, это в первую очередь. Остаются во время кризиса базовые потребности. Что очевидно, но я к тому, что если вы открываете... Алло, граждане, инвесторы, если вы открываете школу английского языка, то я вам хочу неприятную весть принести. Расходы на обучение английского языка будут в последнюю очередь финансироваться, а те, кто будут готовы финансировать эти расходы, их будет слишком мало, чтобы обеспечить вас куском хлеба с маслом. Да, знание английского языка — это не только саморазвитие, то есть высшие этажи пирамиды Маслоу, но и вложение в вашу безопасность. Но вы сами понимаете, что даже в лучшие времена из России готовы были уехать 5% населения. Все остальные остаются по разным причинам, прежде всего финансовым. И вот нет и не будет условий, когда возьмет и толпа народа пойдет учить английский язык или какой-то другой, чтобы свалить из России. Нет. Поэтому инвестиции в образование, хоть по причине безопасности, хоть по причине там саморазвития, они режутся при кризисной ситуации в первую очередь. И да, кто-то может сказать: нет, у нас там классные курсы, мы учим, как вести бизнес, продавать на Wildberries или что-то там еще, плести лыка. Ребят, когда вопрос стоит выживания, то человек вместо того, чтобы учиться, поверьте, я это проверял на 2 кризисах, а я работал в образовании профессиональном. Человек вместо того, чтобы учиться на будущее, он возьмет и пойдет разгружать вагоны, он запишется на войну, короче, сделает что угодно, лишь бы кусок хлеба был сегодня, а не в будущем. Потому что люди не настолько тупые, чтобы не понимать, что получи ты даже диплом, все равно это лотерея. Получишь ты высокооплачиваемую работу или нет. И работу, как правило, получают те, у кого есть связи, знакомства. Ладно, вот вам такой вводный курс. Как не стать жертвой инфо-цыганина. Дальше, что у нас там? По горячему ключу я закончил. Между Новороссийском и Краснодаром есть много относительно больших станиц. Ну, во-первых, там есть Крымский район и известный на всю страну город Крымск. Во-вторых, есть в Северском районе станица Северская. Большая станица, с размерами с маленький город, типа горячего ключа. И я бы сказал, что Северский район мне очень нравится. Я бы его рекомендовал. Во-первых, там есть из чего выбрать. Северский район — это 2 разные интенсивности дороги. Одна дорога — это от Краснодара до Новороссийска. И вторая дорога — это вот этой вот А148, кажется, она называется. Забыл, как название дороги. Краснодар-Новороссийск. Есть еще дорога по полям в сторону горячего ключа, через лес. И если по дороге от Краснодара, от трассы до горячего ключа ездит мало, хотя там большие станицы, Новодмитриевская, большая станица, очень живописно расположенная в холмиках. Она так
немножечко на отшибе, в плане, что дорога не слишком проездная, но все равно станица большая, Новодмитриевская, и до трассы там небольшое расстояние, ну, примерно километров 20-25. 25 километров вы попадаете на дорогу Краснодар-Новороссийск, которая супер оживленная, всегда будет супер оживленная, ее всегда будут чистить, потому что это выезд к порту Новороссийск. Так что, да, наверное, Новодмитриевская неплохо. Там еще и нефтяники суетятся, но работа обычно там все-таки связана либо со строительством коттеджей для понаехав, простите за этот термин, немножко оскорбительный, либо, ну, как и везде, сельское хозяйство, если повезет, что-то такое типа фуру водить из Новороссийска в Питер. Ну, нету там какой-то системной работы. У нефтяников, наверное, что-то есть, но будет сокращаться. Дальше есть большая станица Калужская, вообще расположена в супер живописном месте, на краю большого леса, асфальт на Калужской заканчивается, насколько я помню. И она такая, ну вот мы туда ездили покататься, отдохнуть, подышать чистейшим воздухом. Мне Калужская нравится тоже. Там красивейшие виды на предгорье, там еще такие вот поля, переходящие в холмики, в горы. Место красивое, но оно, Калужское, уже прям прилично далеко от трассы. То есть там помотаться оттуда в Краснодар просто так не получится. Еще в Северском районе, ну, помимо станицы Северской, вот, кстати, по поводу станицы Северской у меня смешанное чувство. Мне не нравится, как она расположена. Она расположена как бы в яме, то есть дорога проходит сейчас вокруг станицы Северской. Северская большая станица. Ну, как город, я сказал. У нее там и все, что есть в маленьком городе. Наверное, по размеру она даже больше Горячего Ключа. Но она вот так вот в какой-то, я вспоминаю, в ложбине находится. И по дороге, если едешь, ты как бы спускаешься вниз с горы и потом поднимаешься на гору, а станица у тебя находится сбоку от дороги. Я понимаю, что она вдоль реки находится, эта станица, но, наверное, нужно там очень внимательно выбирать, где селиться, потому что, вероятно, я не помню, чтобы Северскую топило, но может. Да, кстати, еще проблема этих всех станиц вот в Северском районе, который я описываю, это то, что там есть в Адыгее рисовые чеки. Вообще вот по югу, значит, у Краснодара есть одна из основных экологических проблем. Это система рисовых чеков вот в такой длинной сосиске Республики Адыгея, которая идет южнее Краснодара вдоль реки Кубань. И эти рисовые чеки, которые затапливают из Краснодарского водохранилища, там потом остается солома, ее сжигают. И Краснодару нечем дышать. Ну и если ветер меняется, а преимущественные ветра в Краснодарском крае, вот в равнинной части его, это северо-восточные или юго-западные, вот так вот по диагонали. Соответственно, весь этот дым от рисовых чеков несется на Краснодар, а если ветер дует с северо-востока, то как раз на Северский район. И до Северской там по прямой не так уж и много. Есть еще поселок городского типа Афипский. Я его в предыдущем обзоре обозвал пригородом Краснодара, и так он и есть. И люди из Афипского ездят в Краснодар, и много ездят, через кусочек вот эту сосиску Адыгеи. В Афипской, конечно, воняет рисовой соломой сгоревшей, ну и до Северской доносится. Все-таки она там по прямой недалеко, и она не в горах, поэтому может и там вонять. Не так сильно, как в Новодмитриевской, например, но все равно. Да, и проблема качества воздуха в Краснодаре, она есть именно по осени, когда солому жгут. Плюс проблема еще и, что и в Славянском районе тоже солому жгут. То есть с двух сторон Краснодара солому жгут. Но это по осени. И Славянский район все-таки подальше.
А с другой стороны, Краснодар находится на плоскости, поэтому смена ветра решает проблему плохого качества воздуха. А вот горячий ключ находится в чаше гор вокруг. И если там, допустим, осенью жгут что-то на мусоросжигательном вот этом медицинских отходов заводе или жители сжигают листву, воздуху некуда деваться. Он вот в этой чаше горячего ключа будет висеть. И качество воздуха внутри горячего ключа, внизу, будет плохое. Поэтому я вам все время говорю, в Краснодарском крае берите дом на возвышенности, чтобы качество воздуха было получше, чтобы вас не подтапливало. Единственный минус, который вы от этого увидите, это то, что, может быть, к вам будет дорога гравийная, и, вероятно, снег у вас будут убирать не так часто, как на равнине. Ну, просто потому, что все будут сидеть, и это общее правило Краснодарского края, все будут сидеть и ждать, когда он растает, чтобы сэкономить денег на песко-соляной смеси. Так, ладно, обратно к Северскому району, что я помню. Афипский, ну, поселок городского типа, как пригород Краснодара, по-моему, километров там 15 от Краснодара по прямой. Минус Афипского, да, ровно как и Северской, и Динской. Ой, господи, Динской оговорился, ну, не зря. А о Динской поговорим, о Динском районе в следующий раз. Будем как бы кольцами от Краснодара отходить. Минус то, что вы стоять будете в пробке, потому что я часто читал, по сути, одна дорога только есть, от Краснодара до Новодмитриевска, от Краснодара до Афипского, и это дорога через Адыгею, и эта дорога, там пробка около Энема, хочешь не ходишь, ну, вначале в Яблоновском, а потом в Энеме, и около Энема часто пробка. Про Адыгею мы поговорим, конечно, поговорим, потому что Адыгея внутри Краснодарского края находится. И можно сказать, что многие населенные пункты Адыгеи фактически являются пригородами Краснодара. Та же Новая Адыгея, тот же Яблоновский, Тлюстенхабель, Энем, Тахтамукай, интересная станица, необычным образом расположенная, поговорим о ней. Адыгейск находится тоже недалеко от Краснодара, и Майкоп, и Ханская, и все эти вот... Адыгея красивое место. Мы всегда в Краснодарском крае говорим солнечная Адыгея. Это правда. По непонятной причине, если в Краснодаре бывают тучки, то в Адыгее, которая через реку Кубань, всегда солнечно. Вот. В Адыгее всегда солнечно. Почему меня не взяли на пропагандистское ТВ? Я бы такой сериал снимал где-нибудь по типу ремейка «Кавказская пленница». В Адыгее всегда солнечно. Дарю идею Маргарите Симонян. Вот. Пропагандистский такой патриотический сериал, вот, про маленькую, но очень гордую, красивую Кавказскую республику. Так, ладно, замечтался. Погода у нас хорошая, я вспомнил про Адыгею. Северский район еще. После Северской есть много станиц, ну, самые крупные это... да, еще есть одно ответвление, я его обязательно назову, потому что оно близко к Краснодару. Если от Афипского на противоположную сторону поехать, не вдоль трассы, а как бы в горы, то вы поедете в сторону Смоленской станицы. Там есть Смоленская, там есть Крепостная, там есть, господи, еще какая-то, забыл, больше туда в горах. Ну, в общем, самая крупная в этом ответвлении Смоленская. И станица эта известна тем, что там проходит этот голубой поток, газопровод. Она большая, она прям реально большая. Достаточно далеко, наверное, как Калужская, также далеко находится в предгорьях Кавказских гор. За ней находится еще дальше, вообще уже в горах, Крепостная. И если вам не нужно мотаться в Краснодар,
и не хотите жить в поселке городского типа Афипского или в Новодмитриевское, ну, рассмотрите как вариант. То есть Новодмитриевская ближе к Краснодару, Смоленская также далеко, как Калужская, и Смоленская больше, чем Калужская, насколько я понимаю. Ну вот. А за ней, за Калужской, есть еще крепостная, там всякие пафосные дачи Газпрома. Ну, в общем, поездите, посмотрите. Много раз туда ездил. Хорошие места для отдыха, такие нелюдные. Так. Там есть еще другие станицы, я просто не могу уже всех вспомнить. Столько географических названий за все эти годы. Я вон Бельгию не могу забыть. Тоже там покатался, страна 300 на 300 километров. Вот. Поэтому извините, кого забыл. Но вы, кстати, мне напишите в комментариях, какие станицы, какие населенные пункты я забыл. Потому что я почти, за столько лет, за почти 50 лет, почти везде был в Краснодарском крае. Я просто вот могу не вспомнить в настоящий момент какой-то населенный пункт, а и вам с удовольствием в комментариях напишу свое мнение, что я о нем думаю. Скорее всего, я там побывал. Да, и я больше бывал, конечно, в южной части, в средней, в южной части Краснодарского края. То есть, если вы у меня будете про Ленинградскую спрашивать или, господи, выпало из головы опять же, ну, Брюховецкую тут же. Я там бывал пару раз всего лишь в жизни. Вот. Поэтому могу не вспомнить. Ну, но мало что могу сказать. А вот в средней части и вдоль побережья Азовского, Черных морей, в предгорьях я часто бывал. И, естественно, вокруг Краснодара. Так, поехали дальше. Северская, потом там есть поселок Ильский, известный своим нефтеперерабатывающим заводом. Поселок большой, разделен трассой на две части. Завод плюс этот есть. Он, так, насколько вспоминаю, он там на холмиках находится. То есть, мне кажется, у Ильского расположения завод, по-моему, в низине находится, а сам Ильский лучше расположен. Я вспоминаю, что он все-таки на склоне, то есть значительная часть его на склоне, а не вдоль реки. Но он дальше находится за Северской, дальше от Краснодара. Так, и что там еще? Там есть еще, я просто всех сейчас не могу вспомнить. Ну, я помню, есть в горах Азовская станица, курортное такое место отчасти. Вот. А есть Ахтырский или Ахтырская, по-моему, крайняя станица в Северском районе. И это я только вспомнил, вот такие, которые вдоль трассы находятся. Они там одна в другую практически переходят, эти станицы. Ну, недостаток этих станиц то, что вы должны придумать себе какую-нибудь удаленную работу, либо работать в сельском хозяйстве, либо где-то на госбюджете. Потому что из работодателей крупных там это бюджетники, либо Роснефть, как я понимаю, или какие-то сельхозпредприятия в этих станицах. Ну, либо транспортные компании, которые там логистика, какие-то складские, типа распределительные центры. Ну, вот такие вещи. Ну, с работой там тяжко. Вот. С медобслуживанием в Северской, как я понимаю, большая больница районная. А вот, наверное, в Ильском и в Ахтырке на качественную медицину, просто потому что масштабы населенного пункта такие, рассчитывать не стоит, и ехать далеко. Что либо ехать нужно в Северскую, либо в Крымск, либо в Краснодар за чем-то серьезным. Но в целом Северский район, он
один из лидеров, я думаю, в Краснодарском крае по экономике из именно районов. То есть я, понятно, не за скобки вообще выношу Сочи, как считайте город федерального значения, с этими федеральными территориями типа Сириуса, Адлера. Вообще большой Сочи можно вынести за скобки. Это все-таки, считайте, пригород Москвы, а не территория в Краснодарском крае. А вот если из настоящей Кубани, да, сочинцы не любят, когда их кубанцами называют, но вот если из настоящей Кубани, ну, наверное, Краснодар и Новороссийск — это два крупных города. Третий — это Армавир, но он в горах, это на любителя, знаете, с этим климатом. Там прям холоднее и снежнее. Анапа — сильные ветра и скучно вне сезона, а в сезон шумно-людно и влажно-жарко. Ну а дальше там подумайте, Туапсинский район я вам уже подробно расписал. Северский район, да, наверное, в первой пятерке по качеству жизни в Краснодарском крае. Динской район тоже в первой пятерке, но там губернатор живет, поэтому. Вот. И Динской район все-таки это, ну, я бы его назвал тоже дальним пригородом Краснодара. Я думаю, что на этот раз достаточно. Хочется пойти сделать себе в связи с похолоданием. Мы все животные люди, как собака Павлова. Похолодало, что хочу? Оливье хочу. Оливье в Испании называется энсалада руса, то есть русский салат. Делают они его не с колбасой болоньез, то есть не с докторской колбасой, а делают они его с тунцом. Я, естественно, мясо не ем, поэтому буду его делать по классическому рецепту с тунцом. И у них несколько другое сочетание продуктов. Ну, например, у них картофель более почти пюреобразный в этом энсалада руса. Но все равно вкусно. Не, я буду делать классическое оливье, не буду разваривать чертям собачьим картофель. Но буду кушать сейчас, петь гимн Советского Союза, вот, плакать и вспоминать, что где-то далеко есть Краснодарский край, мой любимый, в котором столько лет провел, и который уже никогда не будет таким, каким я его помню. И я туда буду возвращаться уже как иностранец. Вот, поэтому пишите мне, что там в крае происходит, какие изменения. Напишите мне, куда вы хотите переезжать, если вы не в крае живете. Без всякого сомнения, если у вас нет возможности уехать из России, Краснодарский край номер 2 по приоритетам в стране после Москвы. В Москве все деньги. Все, пока.